Сегодня, 18 февраля, Камила Валиева вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх. Самолет с фигуристкой приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Валиеву сопровождал тренер Сергей Дудаков. Камилу Валиеву фанаты встретили криками поддержки и аплодисментами. Она не стала общаться с журналистами после возвращения с Олимпиады в Пекине. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе находится в недоумении после высказываний главы Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха о ее ученице Камиле Валиевой. Позже тренер Александр Жулин написал пост в своем Инстаграм, в котором он встал на защиту своей коллеги Этери Тутберидзе. Специалист остался недоволен словами главы МОК. Он отметил, что Баху необходимо проанализировать свою позицию по отношению к Тутберидзе и Валиевой и не учить российского тренера манерам. «Я очень благодарна за слова поддержки, до сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина. Тренер серебряных призеров Олимпийских игр в Пекине Виктория Синицына и Никита Коцалапов Александр Жулин обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета МОК Томасу Баху, в котором он встал на защиту своей коллеги Этери Тутберидзе. В ходе брифинга в пятницу глава МОК выразил недоумение тем, как холодно встретили тренера Валиеву после ее произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Он добавил, что такое обращение порождает сомнения в светлом будущем спортсменки. Бах также заявил, что в случае обнаружения в деле Валиевой фактов жестокого обращения со спортсменкой виновных ждет очень жесткое наказание. «Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой. Вы пишете, что переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала 6 олимпийских медалистов и 4 олимпийских чемпионок с 2014 года и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений», написал Жулин. «Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно, по меньшей мере, не вам учить выдающегося тренера манерам», добавил специалист. Олимпийский чемпион Турина в парном катании Максим Маринин заявил, что позиция Международного олимпийского комитета МОК и главы организации Томаса Баха по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является лицемерной. «Это настоящее лицемерие, по-другому назвать позицию МОК не могу. Сначала, когда еще не были собраны доказательства, обвинили 15-летнюю спортсменку в употреблении допинга. Когда соревнования завершились, говорят, девочке нужна помощь психолога», сказал Маринин. По его мнению, свой вклад в неудачные выступления Валиевой в произвольной программе внесли еще несколько факторов, среди которых угнетающая атмосфера в олимпийской деревне, вызванная требованиями медицинского протокола, ночные слушания выездной панели СИЭС, в которых приходилось участвовать и Валиевой, а также ажиотаж в медиа. Свою лепту в нагнетание страстей внесли журналисты. Понятно, что к Олимпиаде, проходящей практически без зрителей, нужно подогревать интерес. Только то, что происходило в Пекине, переходит все границы, отметил олимпийский чемпион, добавив, что прокат Валиевой, после которого она оказалась вне тройки призеров, целиком на совести чиновников МОК.